Итак, сегодняшняя тема – это учение санскритских шлок. Why we should learn shlokas and why actually everyone can learn shlokas. Почему мы должны учить шлоки, и почему все должны учить шлоки? Many devotees think like, oh, my memory is not so good, I can't really pronounce properly. They think like this. Многие преданные думают, моя память не очень хорошая, они не могут произнести правильно. Спасибо. Yes. So here in this series of few videos, I would like to remove that misconceptions from the head, and actually everyone can learn shlokas. Итак, на протяжении этих нескольких уроков я научу вас как бы изымать из головы эти шлоки, или как мы это же правильно сказать? Нет, я развею этот миф. И убедитесь в том, что на самом деле каждый может учить шлоки. Yes. So let's jump straight into it. The first topic, the first section of it is, we have I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sections to cover. Итак, we have 9 sections to cover basically. Итак, у нас 9 частей, 9 основных частей, которые мы должны пройти. So this is from my own little presentation, like I have just written down some points. So there are 9 different reasons and probably tactics on how to learn shlokas. Это как бы мои личные 9 этапов, лично подобранные мной 9 этапов, как мы можем изучить шлоки, читать шлоки. So the first section is what Srila Prabhupada says and what the shastras say about remembering shlokas. Итак, первая часть – это что Шрила Прабхупада сказал о том, как учить шлоки, запоминать. Okay. So this one is first one is from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 12, verse 59. Итак, первое упоминание Шримад Бхагаватам. Sorry, can you repeat which verse? 12.12.59. Retranslation, yes. Yes, you can actually show the screen so that they can see. Okay, sorry. Yes. Итак, Шримад Бхагаватам 12.12.59. Тот, кто с неослабным вниманием постоянно, каждое мгновение своей жизни декламирует это произведение, а также тот, кто с верой слушает хотя бы один стих, половину стиха, даже одну строчку или даже половину строки, несомненно, очищает свою душу. So we get purified just by chanting even one word, half a line, half a verse. Итак, мы как бы можем получить благо, даже если мы читаем хотя бы одно слово, одну строчку стиха. Okay, next is a quote by Srila Prabhupada. I will paste this in the chat. 1 second. Yes. Итак, следующую цитату. I don't have the date for this when he said this, but this I picked up from a Vyasa Puja offering. I know he said this, but I don't know exactly where. I didn't. Итак, следующая цитата Шрила Прабхупады, который нашел Таттва-вит, он точно не помнит дату, но она с Vyasa Puja, да? Звучит она так: наши преданные не должны просто распространять книги, они должны также изучать книги, точно так же, как юрист
может цитировать книги по праву. Наш человек должен уметь цитировать шастру. Yes. So this is one. Это одно. So when a lawyer quotes, he quotes like section so and so, clause, and according to this section, clause, and act, therefore this case should be like this. So he mentions the exact number. Итак, подобно тому, как юрист изучает закон, да, по частям от одного к другому. Матаджи? Юрист цитирует, не цитирует, он говорит, в каком именно разделе, подразделе находится та или иная вот это вот объяснение, да, какой-то ситуации, и, соответственно, этому разделу эта ситуация будет рассматриваться. So he's very precise, like Article 67, Clause 3, and Act 25, like that. So he quotes the number. So we have to be like that. So Prabhupada wanted us to be like that. То есть, когда юрист цитирует какую-то часть закона, да, он упоминает, какой именно это номер, да, там 12 и так далее, да, и Шрила Прабхупада тоже хочет, чтобы мы были такими же, да, то есть, чтобы мы цитировали и говорили номер шлоки. Okay, the next one is a letter by Srila Prabhupada. I will just paste this in the chat as well. Итак, следующее письмо Шрила Прабхупады. That one. Итак, что касается занятий по санскриту, то очень обнадеживает, что господин Парих помогает вам в этой связи. Но главная цель изучения санскрита – это как произносить санскритские стихи, особенно в наших опубликованных книгах, точно так же, как вы уже пели стихи Говинды в записи. Точно так же все стихи мы должны петь в сочетании и мелодично вместе с музыкальными инструментами. И это будет большое очарование для людей мира. Когда мы поведем нашу мировую партию, да, санкиртаны, в это время, если мы сможем продемонстрировать повторение мантр, как они изложены в Вишапанишад, Бхагавадгите, Шримад Бхагаватам, Брамам Самхите, это будет нашим уникальным положением. Поэтому главной целью этого урока санскрита должно быть то, как вы сможете научиться этому пению с правильным акцентом. Наша цель не стать знатоком санскрита. Шрила Прабхупада, письмо Гуру Дасу, 16 апреля, 70 год. All right. The next is from the lecture of Srila Prabhupada, and I have just pasted it in the chat. И следующая цитата из лекции Шрилы Прабхупады. Эти стихи Шримад Бхагаватам, ведические мантры, они необычные рабочий набор формулировок. Это не веда-мантра, самхита. Поэтому каждый из вас должен попытаться петь. Это необходимо. Каждый стих Бхагавадгиты или Шримад Бхагаватам – это ведические мантры, веда-мантры. Поэтому просто повторяя их, мы очищаемся. Так что каждый из вас есть диакритические знаки, литерация, транслитерация. Поэтому каждый должен стараться повторять мантру. Это очень полезно. Это и есть киртана. Киртанад эва Кришнасия, Шримад Бхагаватам 12.3.51. Все воспевается в отношениях с Кришной, со ссылкой на Кришну. Лекция Прабхупады, Шримад Бхагаватам 7.9.33, 11 марта 76 год. Okay, the next one again is from another lecture.
Итак, следующая цитата из другой лекции. Yes. Значит, надо постараться выучить наизусть хотя бы одну шлоку, 2 шлоки в неделю. Если мы будем петь это точно так же, как вы поете так много песен, точно так же, если мы будем повторять 1 или 2 стиха Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, это сделает вас очень быстро продвинутым для духовного осознания. Поэтому мы прилагаем столько усилий, чтобы получить эту транслитерацию, смысл, чтобы читатель мог продвинуться в полной мере, используя мантру. Это не для того, чтобы показать некоторую ученость, что я знаю так много санскрита. Нет, просто предлагается со смирением выучить мантру. Потому что тот, кто будет повторять мантру неправильно, все они трансцендентные вибрации. Просто Хари Кришна мантра – это Маха мантра. Но это также мантры, все стихи из Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам, сказанные Кришной, сказанные им. Также Бхагавад-гита, сказанная Кришной, Вьясадева – это воплощение Кришны. Это также мантры, безошибочные наставления, поэтому постарайтесь запомнить его наизусть, повторяя нараспев. Либо вы поете, читая книгу, либо выучиваете ее наизусть, все равно. Но попробуйте повторять по 1-2 шлоки в день. Повторяйте. Лекция Шрила Прабхупады, Шримад Бхагаватам 2.9.1, 23 апреля 1972 год. You see how Srila Prabhupada took so much trouble to write all this, and he wanted us to learn these shlokas. So there's one more verse, I mean, from the purport of the Bhagavatam. I just pasted in the chat. You can show that as well. Итак, вы видите, как Шрила Прабхупада акцентировала внимание на том, что мы должны учить, как читать мантры. Да? Итак, следующее из комментария Шримад Бхагаватам 10.9.1.2. Окей, now I'll find. No, Okay. you have to do 1-2. Like this. Sorry, I wrote no correct. Yes. Okay, yes. Okay. Purpose. Yeah. Okay. Yes. First paragraph. I think so. Wait, let me see. Yeah. Second. Yes, I see. Second, huh? Yes. Okay. Итак, сбивая масло, матушка Яшода пела песни о детских играх Кришны. Раньше так было принято. Если человек хотел постоянно о чем-то помнить, он слагал об этом стихи или просил сделать это профессионального стихотворца. Очевидно, матушка Яшода не хотела ни на мгновение забыть игры Кришны. Поэтому она сочиняла стихи обо всех детских играх Кришны, таких как убийство Путаны, Агхасуры, Шакатасуры и Тринаварты. Избивая масло, пела эти песни об играх Кришны. То же самое должны делать те, кто искренне хочет постоянно находиться в сознании Кришны. Эта подробность обнаруживает уровень сознания Кришны и Яшоды. Чтобы оставаться в сознании Кришны, мы должны следовать примеру таких преданных. Yes. So, Srila Prabhupada, I think all the devotees will know that he was translating throughout the night, every day. Итак, мы должны знать, да, что Шрила Прабхупада делал так же, он переводил день и ночь книги. Every night he used to translate so many hours he used to translate, all for us to learn. И так он так много часов переводил,
для того, чтобы мы могли все это знать. So therefore, in fact, I want to tell one thing here, that the word-to-word meaning, each word, Итак, значение каждого слова. the word-to-word meaning in every shloka, the Sanskrit and the Russian, Sanskrit, Russian, every word meaning. Okay, okay, just now you were in the 10, 9, 1 and 2, right? Yes. Bhagavatam? Yes. Now you go back there. I'm talking about those, after the verse, the shloka, there is the translation of every single word. Итак, после шлоки есть перевод каждого слова на санскрите. Before the perivod, before the translation and after the verse. So between them, there is this, every single Sanskrit word is translated into Russian, you see? Да, перед каждым переводом и после шлоки у нас есть перевод на каждое слово на русский. So this is very, very difficult to do. How much work it is, but why did he do it? So that we can actually learn these shlokas in depth. Да, yes. Речь идет о том, что Шрила Прабхупада очень много часов переводил, и переводить пословно занимает много времени, это сложно. Для чего он это сделал? Для того, чтобы мы могли более глубоко изучить санскрит и шлоку. Yes. So this is a few things that the Shastra and Prabhupada said about remembering shlokas. So now we go to the next section. Да, это несколько слов о том, что говорил Шрила Прабхупада о чтении шлок. Итак, переходим к следующей части. Yeah, so just like we have seen the last quotation from the Bhagavatam, so it is said that Mother Yashoda made songs out of Krishna's Leela to remember them. Итак, как мы видим из последней приведенной шлоки, мать Яшода сочиняла песни о Кришне, чтобы помнить о нем. So similarly, by reciting these verses, we can remember Krishna in his different features. Итак, согласно этому стиху, мы можем помнить Кришны, помня о его качествах. Different features means, okay, Krishna's form, Krishna's teachings, Krishna's Leela, pastimes, so Krishna's devotees. Like there's so many things about Krishna we can remember by remembering the shloka. Вспоминая о многих аспектах Кришны, о его форме, о его лилах и так далее. His teachings, его учение, his devotees, его преданных, his name, его имени, the glories of his name. Слава его имени. So like that. So the next section starts off. This to encourage everyone. So the second section is basically to encourage everyone that it is not just for scholars or just for pandits. Sorry, after section. No, the second section is is to say that this shloka learning process is not just for scholars. It can be done by everyone. Scholars? Scholars. Не для учёных, да? Только для учёных. Итак, это изучение санскрита, оно не только для ученых, да, не только для пандитов, оно для всех.
So, if we remember previously, maybe in our karmi life, before becoming devotee, Если мы вспомним, как было до того, как мы пришли, как мы стали преданными, so we may have remembered some songs, maybe мы, from karmi songs, мы можем помнить какие-то песни, какие-то кармические песни. you see, we can remember. It's just where our interest is. Мы можем помнить, да, как они представляли интерес нам. So karmis, they like mundane love stories and that kind of thing. So those songs they can remember because their interest is that. Karmi Mandi Stories. Помочь? Yes. Ну, речь идет о том, что они поют, например, о мирской любви, да, и мы можем понять, что это их интерес, они на этом сосредоточены. So what I'm trying to say is, if we have interest, even though we do not know how to do it yet, but if we have the interest, we can definitely learn. Если у нас есть интерес, но мы даже не знаем, как это делать, но если у нас есть интерес, то мы можем изучать это. So, for example, I think all of you already know the Mangalarti song and maybe the Tulasi Arti, Narasimha song. You already know, right? Я знаю, что вы знаете хотя бы мантру Нарасимха, Мангаларати, песню Туласи, Gaurarati, Guru Гаурарати, Puja. Гуру Пуджа. So these are all already shlokas there. These songs are already shlokas. Эти песни, эти песни есть. Являются шастрами. So, like if Mangalarti song, there are 8 shlokas there. Итак, Мангала Арати, песня, там 8 шлок есть. So we already chant those shlokas. То есть мы всегда повторяем эти шлоки. So why should we think that I can't remember shlokas? We already are remembering. Поэтому почему мы говорим, что мы не можем запоминать шлоки? Мы их запоминаем. Yeah, so it's just question of practice. Это вопрос практики всего лишь. And how to do that practice? I will suggest some steps. Not today. Today is about the importance of learning, so that we are thoroughly convinced that we should learn. Итак, как учить, да, шлоки? Это не тема сегодняшнего занятия. Сегодня тема занятия почему мы должны учить шлоки. So we may have tried before to learn shlokas, maybe because the language is different, or maybe our memory is not so good. So we may not have succeeded before. Матаджи? Возможно, у нас уже есть опыт изучения шлок, но он не очень удачный, потому что память плохая, другой язык, сложности какие-то возникали. So that does not mean we cannot do it. It's just that we did not do it right the last time. Скорее всего, это произошло не потому, что мы не можем, а потому что мы это сделали неправильно. So, and if we do it right, and if we persevere, then we can get it. Если мы это делаем правильно, то мы сможем это понять. In fact, my promise is that if you follow these few steps that I'm going to teach you in the next few weeks, you can be able to chant, you can learn at least 100 new shlokas in the next 1 year. Я вам обещаю, что если вы будете следовать
тому, что я скажу на протяжении следующих нескольких недель, то вы сможете в дальнейшем выучить там 100 шлок. Правильно, Матаджи, я сказал. Yeah, easily, anyone. Легко любой может это сделать. So we'll go to the next section, which is the reason why we should learn. So Итак, first thing is that, sorry. sorry. So the next section is, the next few sections are the reasons why we should learn shlokas. First section we saw what Prabhupada said and Shastra said. The second section is like just to give an encouragement about, like, it is not just for scholars, it's for everybody. Now the third section is, the next few sections are the reasons why we should learn shlokas. Итак, в начале, в первой части было сказано, что Шрила Прабхупада говорил об изучении шлок. Во второй части мы говорим, что не только ученые, пандиты могут изучать шлоки. И в третьей части, Матаджи. Я тоже забыла уже. Sorry, and third part, which... The various reasons why we should learn shlokas. Главные причины, почему мы должны учить шлоки. Yes. Okay, the first reason is so that we are always guided by Krishna's instruction and not speculating. Sorry, can you repeat? Okay, the first reason is to know the shlokas so that we don't speculate on anything and just be guided by what Krishna has said. Итак, четвертая часть заключается в том, что мы должны... Первая причина, мы же сейчас третью секцию рассматриваем, да? Первая причина – это потому что, чтобы мы знали шлоки и не спекулировали, а руководствовались только наставлениями Кришны. So why почему учить шлоки нужно? So why should we be guided by Krishna? So because we always have to act according to the shastra. Otherwise we will commit sin. Матаджи? Это причина, чтобы мы учились руководствоваться шастрой уже сейчас на этом этапе, иначе мы будем совершать грех. So at every step in our life, when we are doing something, we should be confident that yes, I am doing the right thing. You can translate that first. Матаджи? То есть на каждом этапе мы должны быть убеждены в том, что я делаю правильную вещь. So you can go to the Bhagavad Gita chapter 16 text 24. 16:24. Сергей, 16:24, да? Бхагавад-гиту откройте. Yes. Видно? Yes, translation, yeah? No, not this one, Prabhu. 16. Oh, sorry. 1:6. 6:16, yeah. Итак, Бхагавад-гита 16:24. Translation? Yes, Prabhu. Перевод. Поэтому именно на основе священных писаний определи, что следует делать, а чего делать не следует. Изучив содержащиеся в них указания и правила, действуй так, чтобы постепенно достичь духовных высот. So we have to know what we are doing and what we should not do by the scriptures. Итак, мы должны знать, что нам делать и что нам нельзя делать согласно Писаний. So if we do not know the scriptures, how do we know what to do and what not to do? Итак, если вы не знаете Писание, то как вы можете понять, что можно делать и что нельзя? Or sometimes we know because we have heard it many times. Okay, for example, we say we follow the 4 principles: no meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxication.
Итак, у нас есть, например, 4 принципа. Это не есть мясо, не употреблять интоксикацию, не заниматься незаконным сексом и не играть в азартные игры. Okay, so if somebody asks us, where is this stated in the shastra? Итак, если кто-то нас спросит, где это написано в шастре, So what would you tell? итак, что мы ответим? You know the answer, Prabhu? As for me, I know that is in Bhagavad Gita, but I don't remember which verse. So actually it's not Bhagavad Gita, it's Bhagavatam, Canto 1, Chapter 17, verse 38. You can take it out. Okay. 1, 17, 38. So the symptoms of Kali Yuga are mentioned there, and the 4 sinful activities are mentioned. Is this verse? 1 second. No, 38. 30. Yeah. Yeah. Итак, Таттва-вит Прабху спросил меня, да, знаем ли мы, в частности я, ну, где написано о вот этих 4 регулирующих принципах. Вот, я сказал, что точно не помню, в Бхагавад-гите как бы вроде написано было. Он мне привел вот этот стих. Yes, Prabhu. Read translation? Yes. Итак, перевод. Суда Госвами сказал, в ответ на мольбу олицетворения Кали Махараджа Парикшит позволил ему жить там, где играют в азартные игры, пьют, занимаются проституцией и убивают животных. Yes. So Prabhupada always used to quote this verse to say that the 4 principles, you know. Итак, Шрила Прабхупада использовал номер вот этого стиха, чтобы приводить в пример регулирующих принципов. So he used to quote only the last 2 lines. Dyutam panam striya suna yatra dharmas chaturvida. Он цитировал последние 2 строки. Дьютам панам стриях суна ятра дхармаш чатурвидхаха. So this he used to quote. So now, the same point, the 4 regulative principles, they break the 4 pillars of religion or the 4 legs of religion. So first of all, what are the legs? And each of these sinful activities, which leg it breaks? Do you understand? Мотаджи. Эти 4 греха, получается, ломают ноги столпы религии, да? И какая из греховных деятельностей ломает какую ногу? В этом надо разобраться. Quote. Yes. So now, so if I ask you this question, so how would you reply? How would you answer? Because these are the most basic things that we talk about as devotees, right? When we preach, chanting 16 rounds, following the 4 regulative principles. So from where these are coming in the Shastra? So we should know. Матаджи. То есть, так как мы практикуем с вами, читаем 16 кругов, следуем принципам, мы должны хорошо понимать, откуда это исходит. So you can go to the verse 1:17:24. 1:17-24. Yes. Translation, yeah? Yeah. Итак, 1.17.24. Век сати, правдивости, ты прочно стоял на своих 4 ногах благодаря 4 принципам – аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости. Но теперь 3 твои ноги перебиты из-за неимоверно распространившегося безбожия, проявляющегося в виде гордыни, страсти к женщинам и опьянения. Yes. So if you go to the Sanskrit, since we are doing the shloka course, we will I think also chant the Sanskrit. So the first line you see tapaha, shaucham, daya, satyam.
Итак, если мы посмотрим на санскрит в этом стихе, то мы увидим первую строчку «Тапах шаучам дая сатьям». So these are the four principles, four legs of religion. Это 4 основных принципа, 4 ноги религии. This is not yet religion, it is the four legs on which the religion actually stands. It's like a pillar. Пила? Pillar. Pillar means, in the building there are pillars. О, building. Pillar. Столпы религии. Pillar. Да. То есть мы можем увидеть в этой строке, что это 4 основные столпа религии, да? So religion means to serve Krishna, serve God, but tapaha, saucham, daya, satyam, these are the legs on which religion is standing. Религия означает служение Верховной Личности Бога. Но тапах, шаучам, дая, сатьям – это 4 ноги, на которых стоит эта религия. So if you see in the second line of the Sanskrit, iti padaha. Padaha means legs. Если мы посмотрим на вторую строку санскрита, мы можем увидеть ити пада. Пада означает ноги. So the 3 legs are already broken in Kali Yuga. Итак, 3 ноги сломаны в Кали-югу. So austerity, cleanliness, mercy. So when we kill animals, we lose the quality of mercy. One leg is broken because of meat eating. Итак, когда мы убиваем животных, мы теряем одну из ног религии, да, это мясоедение. Милосердие, да? Это происходит из-за мясоедения. And then when we intoxicate, we lose the quality of cleanliness, or I think austerity. Yeah. Mataji? No, by illicit sex, we lose the quality of austerity. И когда мы занимаемся незаконным сексом, мы теряем качество чистота, правильно? Аскетизм. Аскетизм. And by intoxicating, we lose the quality of cleanliness. И употребляя интоксиканты, мы теряем такое качество, как чистота. And by gambling, we lose the quality of truthfulness. И играя в азартные игры, мы теряем такое качество, как гамблис. Играя в азартные игры, мы теряем качество правдивости. Правдивость. So in this way, the 4 legs of religion are broken with the 4 sinful activities. So therefore, we don't engage in these sinful activities. And then the religion starts, which is the 16 rounds. That is actual religion. Mataji? То есть мы не нарушаем эти принципы и таким образом сохраняем многие религии, да? И только с этого момента начинается сама религия, 16 кругов. So this is just an example of how even the most basic things that we do, we should know what we are doing and why we are doing. So when we explain it to others, first of all, we are ourselves convinced, and we can easily convince others as well. Длинный перевод. Okay, maybe short. Short, please. Yes. Shorter, yeah. So this is just one example of how the most basic thing that we do, that we are not quite sure of where exactly it is stated and why we do it. Это пример того, что мы должны знать, да, что мы делаем, да, откуда это берется. So if we know the shastra, we know exactly why we are doing it. Если мы знаем шастру, то мы знаем точно, почему мы это делаем. So if we are convinced,
then we can convince others about it. Если мы понимаем сами, то мы можем объяснить это другим. So now we go to the Bhagavad Gita 16:23. Итак, Бхагавад-гита 16.23. Тот же, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Yes. So, of course, if we break the rules, then we go to hell. That's that. И, конечно же, если мы нарушаем правила, то мы идем в ад. So, and also as devotees, we should not have doubts about anything. Как преданные, мы должны doubts. У нас не должно быть сомнений. So, if you go to 440, 4th chapter, verse 40 of Bhagavad Gita. 40. Yeah. Итак, Бхагавад-гита 4.40. Но невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в словах богооткровенных писаний, не способны обрести сознание Бога. Они опускаются все ниже и ниже. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этом мире, ни в мире ином. Yes. So, if you see the verse, Agnyascha Shraddha-dhanascha. So Shraddha-dhana means the faithful. Ashraddha-dhana means not faithful. Итак, если мы посмотрим первую строку стиха, Аджнаш чаш. This one is not Ajnas, it is Agnyas. Агьяс. Agnya. Агьяс. It's like G-N-Y, that sound, Gnya. Агья. Agnya. Окей. Итак, первое слово означает аджня, не знаю. Агниас. Yes. Агниас. Невежда, не знающий священных писаний. Да, и Ашра Датхана, не верящий в шастры. Shraddha-dhana means the one who is faithful, and Ashraddha-dhana means one who is not faithful. Шрадатхананах значит верящий словам, и Ашрадхананах неверящий. Да. So Shraddha means faith, and Shraddha-dhana means one who is faithful. Шрада означает is faith. Shraddha is faith. Faith, yeah, faith. Шрадха – это вера, а Шрадатхана – это верующий словам шастр. So in this way, if we understand the Sanskrit word and try to understand the meaning, that's why it is good to actually, instead of just reading the translations, if we read the verse and then the translation, it will also help, because we will start to see patterns, start to see similar words, then we will know the meaning. Sorry, that was long. Я так, если я правильно поняла, важно после стиха читать пословный перевод каждый раз, потому что каждый раз мы начнем видеть какие-то паттерны, да, какие-то законы составления, и так будем глубже понимать. And yeah, I mean, I explained the whole thing. So basically, this section is no speculation, just be guided by Krishna. So that was the topic. Итак, суть этой части в том, чтобы не спекулировать, а делать то, что говорит Кришна. Okay. So next reason is to control the mind.
Итак, следующая причина – это контролировать ум. So to learn shlokas so that we can control our mind from sinful activities. Э, Изучая шлоки, мы можем контролировать наш ум и деятельность чувств. Not just sinful activities, even if there is a difficult situation, for example, in our life, then instead of feeling depressed, we can remember some shlokas which can give us encouragement, which can give us the faith in Krishna. Матаджи. Да, то есть также мы можем избегать греховную деятельность, но не только греховную деятельность. Например, если мы чувствуем себя подавленным, да, в депрессии, мы можем вспомнить какую-то шлоку, которая поможет нам почувствовать вновь энтузиазм. So you can go to Canto 10, Chapter 14, Text 8, 10, 14, 8, Bhagavatam. Фотин. 8. Yeah. Итак, Шримад Бхагаватам 10.14.8. «Мой дорогой Господь, тот, кто смиренно ждет, когда ты прольешь на него свою беспричинную милость, терпеливо снося все последствия своих прошлых ошибок и почитая тебя в сердце, словами и телом, несомненно, достоин освобождения, которое становится его законным правом». So this way we can remember the Lord, you see, how even in difficult situation we think that, oh, it should have been much more difficult, but Krishna reduced the difficulty for me. Матаджи. Вот таким образом мы можем помнить Господа и понять, что на самом деле, хотя мне сейчас сложно, в действительности Господь сделал так, чтобы эта сложность была меньше, да, чем мне предполагалось получить. Even if the suffering is a lot, so how to think that Krishna has given only little suffering? Suffering. Страдания, suffering. If suppose we suffer a lot, how to think that Krishna has given me little suffering? Смотрите, предположим, мы чувствуем, что мы сильно страдаем. Как думать, что Кришна на самом деле нам немного страданий дал? So if we understand that maybe I should have suffered many, many lifetimes, but he gave me one suffering in this lifetime. И так мы могли страдать много-много жизней, но Кришна дает нам отстрадать, да, эту жизнь только немного. Ну. So in this way, so that is one situation. Another situation is if a boy sees a beautiful girl and then his mind is disturbed, you know, then also there are shlokas to, you know, remember to control our mind. И другой пример, как, например, парень видит красивую девушку, его ум возбуждается, и тогда, чтобы контролировать ум, мы можем вспомнить шлоку какую-нибудь. I will try to take out that verse. 1 second. I don't know if it is there in Russian. Otherwise, I will just copy and paste it. I don't think it's in Russian. I will just copy and paste it. Таттва-вит нам сейчас даст цитату. This is by Sri Shankaracharya. Это цитата Шри Шанкарачари.
Так, сейчас. Ага. Итак, увидев мнимую красоту большой груди женщины и ее тонкой талии, не волнуйтесь и не обманывайтесь, ибо эти привлекательные черты – суть просто превращения жира, плоти и различных других отвратительных ингредиентов. Вы должны думать об этом снова и снова. So you see this verse, and then there is similar verse. If a girl feels attracted towards a boy, and then cannot control the mind. So there's also another verse. I mean, I'm just giving examples. These are practical things we may face every day, Итак, подобно этому и девушка, да, если видит парня, как она может контролировать ум. Шримад Бхагаватам 10.60-45. Женщина, которая не наслаждается ароматом меда лотосных стоп Кришны, становится полностью одураченной, и поэтому она принимает в качестве своего мужа или любовника живой труп, покрытый кожей, усами, ногтями, волосами на голове и теле и наполненный плотью, костями, кровью, паразитами, фекалиями, слизью, желчью и воздухом. Yes. This is another verse. So similarly, there is another verse also, which is in a different angle of vision. И еще есть также другой стих, который показывает другую сторону понимания. This is from Vishnu Puran. Это из Вишну Пураны. No, I think you copied too much. Yes. Yes. Вишну Пурана 10.20-19. Подобно тому, как умы юных девушек находят удовольствие в мыслях о юном юноше, а у юноши в мыслях о юной девушке, пусть мой ум находит удовольствие в тебе, Кришне. Yes. So these are some of the ways which we can use shlokas in our daily life when we face situations. These are just very few examples. There are many examples I can give. Итак, это примеры, в которых мы можем использовать, вспоминать шлоки, но это всего несколько примеров, а их очень много. Okay, so the next, В повседневной жизни, да. Важно. Was that? Yes. So that is about controlling the mind. How shlokas can help control the mind. Итак, это контроль ума, как шлоки нам могут помочь контролировать свой ум. Then the next is to remember. Shlokas help us to remember Krishna. И далее запоминание шлок нам помогает помнить о Кришне. So Padma Puran says we should always remember Krishna. Падма Пурана говорит, что мы всегда должны помнить о Кришне. Maybe I will not share that verse. So, for example, Brahma Samhita, Venum Kvanantam Aravinda Dalayataaksham Barhavatam Samasitam Buddha Sundarangam. This shloka we actually chant in the deity greetings. What is that? 7 o'clock Aarti, 7 morning, 7 o'clock. Таттва-вит Прабху процитировал Брахма Самхиту. Эту мантру мы повторяем в 7 часов на Арате. I'll just copy that verse. Сейчас он нам скопирует этот стих. Yes. Итак, перевод этого стиха. Я поклоняюсь Говинде,
изначальному Господу, который искусно играет на своей флейте с цветущими глазами, подобными лепестками лотоса, с головой, украшенной павлиным пером, с прекрасной фигурой, окрашенной в оттенок голубых облаков, и его неповторимой красотой, очаровывающей миллионы купидонов. So if I learn this verse, so I can meditate on the form of Krishna, his peacock feather, his flute. So if somebody asks where in the shastra it is said that, there is, Krishna puts a peacock feather on his head. So this verse is there, for example. Итак, эта шлока помогает мне помнить о форме Кришны, о том, что он играет на флейте и так далее. Если кто-то спросит меня, Матаджи, Где в шастре, да, описаны эти черты, например, перо павлинье? Вот здесь, в частности, в этой шлоке, говорится об этом. So these descriptions are like painting. So a painting, So the descriptions are there, so you can actually meditate about Krishna. Эти писания, они как картина. Вы можете медитировать на них в уме. Done? Yes. So it's like there is another verse from Kunti Devi's prayers. Namah pankajanabhaya, namah pankajamaline, namah pankajanetraya, namaste pankajanghraye. So pankaja means lotus. So everything, nabhaya means the navel, the eyes, pankajanetraya means the lotus-like eyes. So everything about Krishna is compared with lotus. Это стих из молитвы царицы Кунти. Панкаджая означает лотосы, лотосоподобные глаза. Дальше забыл, Матаджи. So Krishna's eyes, Krishna's navel, Krishna's garland of lotuses. So everything about Krishna is compared with the lotus. И так все, что связано с Кришной, его глаза и остальные части тела, все сравнивают с лотосом. So we can create a picture in the mind and let the mind meditate on Krishna. И так мы можем загрузить эту картинку в наш ум, да, и медитировать на это. So provided we understand the meaning of each word of the shloka, we can nicely remember Krishna just by chanting the shlokas. Матаджи. При условии, если мы знаем каждое слово шлоки, мы можем очень хорошо медитировать на Кришне. Просто помни эти шлоки. So when we say remembering Krishna, the previous example of the the previous example of the Brahma Samhita is about the form of Krishna. В предыдущем стихе в Брахма Самхите упоминал, мы помним форму Кришны. So there are many shlokas which are the teachings of Krishna. Есть много шлок, где описывается учение Кришны. Like Bhagavad Gita. Как Бхагавад-гита. And then there are many shlokas on Krishna's pastimes. Lila. И много шлок, которые pastimes. Lila. Ну, много шлок, которые описывают лилы Кришны. Then there are many shlokas on the devotees of Krishna. Много шлок также о преданных Кришны. And devotees' pastimes. И о играх, да. Да, играх. Играх преданных Кришне. So, and then the devotees' teachings. Также об учениях этих преданных. So all this is together remembering Krishna. И все это вместе – это памятование о Господе. And
remembering Krishna means, you can go to the Bhagavad Gita chapter 18 verse 70. Eighteen. 1870? Yes. No, not 17, 70. 70. Бхагавад-гита 18.70. В моих глазах любой, кто изучает эту священную беседу, поклоняется мне своим разумом. So we worship him with our intelligence just by studying these shlokas. Матаджи. Просто изучая эти шлоки, мы прославляем его своим умом, своим разумом. Поклоняемся. Krishna said, you focus your mind and intelligence on me. Кришна сказал, сфокусируй свой разум, свой ум на мне. So this is a very effective way how to focus our intelligence on Krishna. Это очень эффективный путь, как сфокусировать свой разум на Кришне. Yeah, and actually we are directly associating with Krishna when we are reading these things. По сути, мы общаемся с Кришной, когда вспоминаем эти вещи, когда мы учим шлоки. So you can go to Bhagavatam 1.3.43. Бхагаватам 1.3.33. Когда в процессе... No, Sorry. no, 43, not 33. 40, yeah. 1.3.43. Это Бхагавата Пурана сияет, словно солнце. Она взошла сразу же после того, как Господь Кришна, сопровождаемый религией, знанием и прочим, удалился в свою обитель. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежество века Кали. So this is about remembering Krishna, and the next section is how to offer nice prayers to Krishna. Это все было о памятовании Кришны. И следующая часть о том, как петь молитвы, правильно? Как возносить Кришне хорошие молитвы. Yes. So when we go to Krishna, we do not know sometimes how to even pray to him. И когда мы идем к Кришне, иногда мы не знаем даже, как молиться ему. Yeah, so when we hear the prayers of devotees, Когда мы слушаем молитвы преданных, like Prahlad Maharaj, Arjuna, Bhishma Dev, Kunti, как Прахлада Махарадж, Бишмадев, Кунти, Arjuna. Арджуна. So these devotees, so many devotees, so when they pray to the Lord, then we also understand how to pray to the Lord. Так много этих преданных молится Господу. И также мы должны понять, как молиться Ему. So there is a word in Sanskrit called anukirtanam. Слово... There is a word in Sanskrit. Есть слова на санскрите, которые Анукиртанам. называют... Есть слово в санскрите, анукиртанам. So anukirtanam means to do kirtan or to glorify the Lord according to the previous devotees, like authoritative devotees. Матаджи. Это означает воспевать киртан, да, согласно тому, как это делали предыдущие, когда делали великие преданные. So to repeat the prayers of authoritative devotees, that is a very effective way to please the Lord. Повторять молитвы великих преданных
Это очень эффективный путь. If we do our own prayers, if I compose my own prayer, Если мы сочиняем собственные молитвы, then it may not be perfect. это означает, что они не будут совершенными. There is an incident in Chaitanya Leela. Был случай в Чайтанья Лиле. So Chaitanya Mahaprabhu's secretary was Swarup Damodar Goswami. У Чайтаньи Махапрабху был секретарь Дамодара Госвами. Swarup Damodar Goswami. Сварупа Дамодара Госвами. So many brahmanas used to write shlokas, compose shlokas or songs for Chaitanya Mahaprabhu to read. Много браманов сочиняли стихи для того, чтобы Чайтанья Махапрабху их прочитал. But before they can reach Sri Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar Goswami will check. Но до того, как они отдавали стихи Чайтаньи Махапрабху, Дамодар Госвами проверял их. So he will check whether everything is philosophically all right. Он проверял, все ли правильно, правильно ли философия в этих стихах. And if everything is all right according to rasa. Mataji. You know what is it? Rasa, you know? Okay, rasa is a Sanskrit word. Yeah, I know about rasa, I don't know, according. Transcendental mellow. И все ли правильно в них согласно расе? Yes. So there are two considerations always, Tattva-vichar and Rasa-vichar. That means, okay, let me tell in a simpler way. So to see whether something is all right, there are two things to consider. Есть две вещи, по которым мы можем определить, правильно ли написан стих. I'm talking about shlokas, if the shloka is all right or not. Я говорю о шлоках, правильно ли или нет. So the first thing is tattva-vichar. That means tattva, the philosophy. Is it all right? Philosophy. Первый критерий это таттва-вичар. Таттва означает философски правильно ли. Then is rasa-vichar. Следующий аспект это раса-вичар. So the consideration of the relationships with Krishna. Который это аспект взаимоотношений с Кришной. Like in a Nectar of Devotion, Rupa Goswami has taught us which mood can go with which mood of devotional service. Do you understand? Mataji? В нектаре преданности описывается, например, какое настроение с каким настроением может сочетаться. Like there is example in the Nectar of Devotion that, for example, a devotee, if he writes a prayer which says, "Oh impersonal Brahman, I want you as my son." Mataji? Приводится такой пример, возносится молитва: «О имперсональный Браман, я хочу, чтобы ты пришел ко мне как сын». That is a total mismatch. Это абсолютно противоречит, да. So in Sanskrit it is called rasa-abhasa. В санскрите это называется раса-абхаса. Yeah, rasa-abhas means impersonal understanding, and you take Krishna as your son. It is totally you cannot go together. Это невозможно, это две противоположные вещи. Имперсональный Браман и сын Бога – это несовместимые вещи. So this is like like this there are many other examples. И можно привести много подобных примеров. So in order to compose nicely, it is best to repeat
what the acharyas have already written. И самый лучший вариант – это повторять то, что написали ачарьи. So therefore we chant these verses from the Bhagavatam, we can nicely offer prayers to Krishna. Как, например, мы сейчас повторяем эти мантры из Бхагаватам. Это лучший вариант. And songs. И песни. Yeah, so like in the morning Mangalarti song, it is written by Vishwanath Chakravarti Thakur. Песня Мангаларати, она написана Вишванатха Чакраварти Тхакуром. And Guru Puja is written by Narottam Das Thakur. И Гуру Пуджа написана Нароттамом Дасом Тхакуром. So in this way, and also Gaurarti is by Bhaktivinoda Thakur. Также есть Гаурарати, написанная Бхактивинодой Тхакуром. And Tavakara Kamalavare Nakham Adbhuta Shringam, this is written by Jayadev Goswami. Jayadeva Goswami. Джаядева Госвами. Да, это стих написан Джаядева Госвами. So in this way, if we repeat the Acharya's songs, the Krishna will definitely be satisfied. И так, если мы повторяем песни ачарьев, то Кришна точно будет удовлетворен. And these prayers we can also chant during festivals, like Abhishek. During Abhishek, when the kirtan is going on, one devotee can sit down or stand and chant these verses for the pleasure of the Lord. Эти молитвы мы можем повторять на фестивалях во время Абхишеки. And also every day during the dressing, when we are dressing the deities, we can also chant these verses while we are dressing. Также мы можем повторять эти стихи, когда одеваемся. Okay, so that is about offering nice prayers to Krishna. Когда одеваем божеств. Одеваем божеств, простите. Да. So that is that section. So about offering nice prayers to Krishna. Итак, этот раздел был посвящен о том, как возносить молитвы Кришне. So we have 3 more sections. И у нас еще осталось 3 раздела. So the next section is effective for preaching. Следующий раздел – это эффективное повторение причин. Причин – это проповедь, да? Проповедь. Эффективная проповедь. This quote I already showed you before, but I'll just repeat again. I will paste in the chat. Итак, цитата, которая до этого повторялась, еще раз ее повторим. Шрила Прабхупада сказал: наши преданные не должны просто распространять книги, они должны также изучать книги. Точно так же, как юрист может цитировать книги по праву. Наш человек должен уметь цитировать шастру. Yeah, so that we have already read before, but again, just repeating that. Да, это то, о чем мы говорили до этого, но сейчас повторим. So next you can go to 17:15, Bhagavad Gita. Бхагавад-гита 17:15. Аскеза речи состоит в том, чтобы говорить слова правдивые, приятные, направленные на благо других и не вызывающие беспокойств, а также регулярно изучать ведические писания. You can read the purport also. Комментарий. Своими словами нельзя причинять беспокойство другим. Разумеется, учитель, разговаривая с учениками и обучая их, должен говорить правду, но обращаясь к другим, тем, кто не являются его учениками, он должен говорить так, чтобы своими словами не вызывать в их умах беспокойство. В этом состоит аскеза речи. Кроме того, мы не должны говорить о пустяках.
Те, кто занимается духовной практикой, говорят лишь то, что подкреплено авторитетом священных писаний. Чтобы подтвердить сказанное, нужно всегда цитировать Писание. Вместе с тем наша речь должна ласкать слух. Используя таким образом свою речь, человек сам получает высшее благо и возвышает других. В нашем распоряжении огромное количество ведических произведений, и их нужно изучать. Все это составляет аскезу для речи. Yes. Because Вся презентация должна быть основана только на шлоках. actually, if you see Prabhupada's purports to translations, every single line is a purport, shloka. На самом деле, если мы внимательно посмотрим на комментарии Прабхупады к стихам, практически каждая строка — это шлока. Like to give you an example, maybe we can go to Bhagavad Gita 4.9. Я дам вам пример. Мы прочитаем Бхагавад-гиту 9. 4.9. 4th chapter, 9th verse. Hare Krishna. Mataji, are you there? Oh, you're taking out the verse. Yes, I'm here. Just a second. Okay. Can you see the demonstration? Not at this time. Yeah, now I can. So I have. So what I want to What I want to show is, if you go to the purport and analyze every single sentence. For example, I will read the first sentence. Same. The Lord's descent from his transcendental. Okay, you don't have to read it first. The Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. So yeah, so this sentence is directly related to 4:6. I translate? Okay. Should I translate? Yes? Yes, Mataji. Итак, если мы посмотрим на первое предложение комментария, то на самом деле это предложение уже было сказано в шлоке 4.6. And of course, the second sentence is same 4:9. А второе предложение относится вот к этой шлоке 4.9. If you see the third sentence, such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. What is the sentence in Russian? Вырваться из материального плена необычайно трудно. So this is actually also a verse. Chapter 7, text 14 of Bhagavad Gita. Это тоже на самом деле шлока. 5 глава, текст. Text 14, chapter 7, text 14. 7 глава, текст 14. So, Daivi Hiesha Mama, Daivi Hiesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya. Duratyaya means very difficult to overcome material bondage. Прабху цитирует этот стих, говорит о том, что Дуратья говорит именно вот о том, что очень сложно вырваться из материального плена. And the next line, the impersonalists and the yogis attain liberation only after much trouble and many, many births. И вот следующее предложение, персоналисты и йоги получают освобождение ценой великих усилий, то лишь спустя много жизней. This is also a verse. If you go to chapter 12, verse 5. Также взят из шлоки 12.5 Бхагавад-гиты. This is the same verse.
kleshodhikatarastesham avyaktasakta chetasam. Is exactly the same thing. То есть это вот точь в точь шлока. Should I go there? Yes. I don't know if Saying, yes. you can navigate very fast between these shlokas, or will it take time? If I open another, yes. vedabase.io/ru/library okay bg Yes. /12/5 yeah the translation. Should I translate? Yes. Yes. Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Воплощенным живым существам каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. So you see this and that line is the same. Which line? We talked about impersonalists and yogis. Yes. Ага. After Получается, much struggle, ценой великих усилий. Yes. And then the next line, even then, the liberation they achieve, merging into the impersonal Brahmajyoti of the Lord is only partial, and there is a risk of returning to this material world. Can you read that one? Yes. И следующее предложение: к тому же освобождение, которое они обретают, погружаясь в безличное Брахмаджьоти Господа, нельзя назвать полным, так как оно не исключает возможность их возвращения в материальный мир. So this is also a verse. If you go to Bhagavatam 10:2-32. Bhagavatam, yes. Yeah. So you know how to go there? So SB, yes. 10? Yeah, 10:2-32. Yeah. То есть это предложение, которое мы прочитали, оно тоже из шлоки. Shall I read? Yes. Actually, the brackets you can forget it. Just the. О, лотосоокий Господь, хотя они преданные, которые добровольно подвергают себя суровым лишениям, чтобы достичь наивысшего положения, могут считать себя освобожденными, их разум нечист. Такие люди воображают, будто возвысились над другими, однако из-за пренебрежения твоими лотосными стопами они падают. You see, this is the same as that one. Right? То есть мы видим, что это одно и то же. I do not see. You don't see it? Yes, because it is said about Brahmajyoti. Yes. Yeah. So if 10:2-32, those who have actually you see the verse. No. Yes, I see. Okay. It is the same. Of course. Конечно. Да, преданные, это действительно одно и то же. Простите. Although non-devotees who accept severe austerities and penances to achieve the highest position, this highest position is the impersonal feature. I mean, this is also actually spiritual. So that's why this is impersonal Brahmajyoti. May think themselves liberated, but they will fall down from their position of imagined superiority. In another place in Chaitanya Charitamrita, Prabhupada referred to these people as semi-liberated people. В Чайтанья Чаритамрите в одной шлоке этих людей, yes, I didn't understand. Шрила Прабхупада said this. So what I'm saying is, here the people, they think they are liberated. Those who have achieved impersonal Brahmajyoti, they think they are liberated. То есть вот эти люди, которые достигли Брахмаджьоти, они думают, что они освобождены. But they're not actually completely liberated. Но на самом деле не полностью. So Prabhupada in the Chaitanya Charitamrita, и Прабхупада в комментариях Чайтанья Чаритамрити называет этих людей he called these people as semi-liberated souls. Полуосвобожденные души. Yes.
Мгм. So that means they only understand that they are not the body, but they don't understand that they are servant of Krishna. Это значит, что они понимают, что они не это тело, но не понимают, что они слуги Кришны. So if you see the last sentence of this translation of 10 to 32, they fall down from their position of imagined superiority because they have no regard for your lotus feet. Да, если мы еще раз прочитаем это предложение из Шримад Бхагаватам, такие люди воображают, будто возвысились над другими, однако из-за пренебрежения твоими лотосными стопами они падают. Feet means you have a form. When the impersonal means they have no regard for the feet because they don't believe in the form. Стопы — это значит, что есть форма, а имперсоналисты не признают форму. И So in this way, you see, if you analyze Prabhupada's purports and his lectures, everything that he's speaking is actually a shloka. таким образом, если мы проанализируем комментарии или лекции Шрилы Прабхупады, мы убедимся в том, что все это состоит из шлок. Even some of his examples and stories are also shlokas. Даже его примеры или какие-то истории тоже шлоки. So that just shows the importance of learning shlokas. Это лишь доказывает, почему так важно учить шлоки. So that means the whole lecture or the whole purport, whatever we are speaking, should just be guided by the shlokas. Что бы мы ни говорили, вся наша лекция полностью должна быть под руководством шлок. Then we will be invincible. Nobody can defeat such arguments. Тогда никто не сможет победить эти аргументы. And when we tell somebody, we can tell very convincingly. И если мы говорим, мы сможем говорить очень убежденно. Because it's Krishna's words. They cannot be wrong. Потому что это слова Кришны, они не могут быть ложными. Another last point about preaching is that when we quote Sanskrit, people automatically become attracted to that chanting. И последнее, что можно было бы сказать о проповеди, люди привлекаются шлоками, санскритом. Because it's very nicely composed. Потому что они очень хорошо составлены. And the language itself is, I mean, from Krishna himself. И сам язык исходит от Кришны. And so when we are speaking and when we quote these things and we chant it nicely, so it will be very attractive for the listener. И когда мы говорим и пропеваем санскрит, люди очень привлекаются. Это очень привлекательно. Like there are many nice shlokas. For example, I will chant one. Есть много хороших шлок. Я для примера пропою одну из них. So this shloka is from Mukundamala Stotra. Это шлока из Мукунда Мала Стотры. Yeah, by King Kulashekar. Царем Кулакшетра. Kulashekar. Кулакшетр. So he composed this verse. So it goes like this, you see. Naham varne, no, it's Naham vande navasu nichaye naiva kamopabhoge yadbhavyam tadbhavatu bhagavan purva karmanurupam etat prarthyam mama bahumatam janma janmantarepe Tvatpadambhoruhayugagata nischala bhaktirastu. So you see how nice it sounds. Мы можем видеть, как красиво это звучит. So and if you know the meaning, and so it actually just makes the person automatically become submissive to that message.
И если мы знаем также значение, то автоматически человек как-то submissive, подчиняется этой правде, изложенной в шлоке. It has a very charming effect on the listener. Шлока, она как бы чарует, чарующий эффект, очаровывающий. Because actually they are all very poetic masterpieces, these shlokas. На самом деле эти шлоки являются произведением искусства. They have very deep meaning and very nice tune. У них глубокое значение и хорошая, приятная для слуха оболочка. So therefore it is very nice if we can use that in the preaching while we are preaching. Поэтому было бы здорово, если бы вы могли использовать их в своей проповеди. So all right, that is about preaching. So last two, these two are very short. Осталось еще 2 пункта. So chanting shlokas is the best way to pass time when we are waiting for something and doing nothing. Это очень хороший, петь, пропевать шлоки, хороший способ как-то скоротать время, если мы ничего не делаем. Sometimes we have to stand in a queue. Иногда нам приходится стоять в очереди. Or we are traveling on the bus. Или мы едем в автобусе. Or on a flight, or waiting for someone. Или на самолете, или просто кого-то ждем. So there are actually so many random pockets of time where we can do nothing but just wait. Есть много таких моментов, когда мы ничего не делаем, но просто должны ждать. So we can use that time in remembrance of Krishna by chanting the shlokas. И это время мы можем использовать в памятовании Кришны, воспевая шлоки. Like Kunti Devi's prayers will take about maybe 10 minutes to chant. Чтобы пропеть молитвы царицы Кунти, понадобится около 10 минут. It's like from the Canto 1, chapter 8, verses 18 to 43. It's about 26 shlokas. Примерно 26 шлок нужно пропеть. So if we have like 10 minutes to spare, then we can just chant the whole Kunti Devi's prayers and just meditate on the Lord like that. Если у нас есть время, свободное время, то мы можем пропеть эти и таким образом медитировать в этот момент о Господе. So of course, if we already had practiced them and we already remember them, then we can just chant them. Конечно, если мы уже их пропевали, практиковали и помним их, тогда просто пропеваем. Or we can learn new ones. We can have the app on our phone and we can learn a new shloka. Или же мы можем учить новые шлоки. У нас может быть предложение на телефоне и таким образом изучать новые шлоки. And the second scenario is, this is when you're alone. So second scenario is when you have a group of devotees with you. То есть это был первый сценарий, когда вы одни, а второй сценарий – это когда вы с преданными. So you can actually play games, for example, like ask the devotee to quote a verse from Bhagavad Gita about some topic. В виде игры можете попросить преданного процитировать какую-то шлоку на какую-то тему из Бхагавад-гиты, например. So like that we can test our understanding and then play it like a game also. И таким образом мы будем проверять наше понимание, знания в виде игры. So in this way it is a good recreation, at the same time it is enriching our Krishna consciousness. Это очень помогает нашему сознанию Кришны. So that's that section about best use of random pockets of time. Это мы поговорили о том, как использовать свободное время. So okay, this is the last one. Sorry, very long. Okay. No, this whole lecture has been very long, so I'm sorry about that.
Таттва-вит Прабху извиняется за то, что лекция была очень долгой, но мы переходим к последнему пункту. So this is the last one. Yes, I translated. So okay. So the last thing is it will improve our Sanskrit understanding. Изучение шлок поможет нам улучшить понимание санскрита, Which will allow us to have a very in-depth understanding of the subject. и поможет более глубоко понять топик, тему. And we appreciate the Shastra much better И тогда мы будем с большим уважением относиться к шастре. and also Vedic culture as a whole. We will have a very good appreciation for it. И к ведической культуре. Actually, the word Sanskrit comes from the word Sanskriti. Слово санскрит исходит от слова санскрити. Sanskriti means culture. Санскрити означает культура. I mean, the most complete culture. Наиболее полная культура. Yes. So the whole language is full of culture. Весь язык, он полон культуры. For example, in English we say meat. Meat. Meat, eating meat like chicken or like that, meat. Например, в английском мы говорим meat, да? In Russian, what you say? In Russian we say мясо. Oh, masa. Мгм. Oh, this is very close to Sanskrit, huh? Это очень близко к санскриту, слово мясо. Мгм. Because in Sanskrit we say mamsa. Потому что в санскрите мы говорим мамса. Мгм. So in Russian, what is the meaning of masa? The meaning? Yeah, what is the meaning of the word masa? Just meat. Meat, yes. It has any other meaning? No, when I hear мясо, I think only about meat. Yes. So in Sanskrit, maybe you can translate that. Ага. Таттва-вит Прабху уточнял, есть ли еще какое-то значение у слова мясо. Если я не ошибаюсь, больше нету. Итак, если мы посмотрим на слово, на санскритское слово. So in Sanskrit, the word mamsa is very meaningful. Слово мамса имеет множество значений. It's actually two words, mam and saha. Это на самом деле два слова, мам и са. So mam means me. Мам значит я. Saha means he. Са значит он. So mam saha means now I am killing this animal. So next life I will become him and he will become me and he can kill me. Угу. Мам сахаес означает, что если я убиваю, да, его, то в следующей жизни он станет мной и убьет меня. You see, just by saying the word meat, you don't have any understanding of the law of karma. Угу. Когда вы говорите слово мясо, у вас нет этого понимания кармы, которая стоит за этим словом. But just by saying mamsa, you understand what it means. Oh, I'm going in for trouble. Угу. Но когда вы говорите мамса, вы понимаете, я могу попасть в затруднительное положение. So this is culture, you see. То есть это культура. So just by the word, there is so much meaning and there's so much depth to it. Просто слово, но столько значения, столько такая глубина. Another example is stri. Stri means woman. Другой пример стри. Стри означает женщина. Actually, stri means woman, and also actually it means one who expands. Стри означает женщина, а также кто-то, кто расширяется. So if we go to maybe Bhagavatam 5:5-8. Если мы посмотрим на Бхагаватам 5.5.8, You can go there. You can read the translation.
Перевод. Основой материального существования является взаимное влечение мужского и женского начала. Это иллюзорное влечение тугим узлом связывает вместе сердца мужчины и женщины и порождает привязанность к своему телу, дому, имуществу, детям, родственникам и деньгам. Так человек оказывается во власти иллюзорных понятий «я» и «моё». So, Yes. so Stri means one who expands the illusion of this material world. Стри означает тот, кто расширяет иллюзию этого материального мира. So you see, so just by thinking of the word Stri, I will think of all the illusion that comes with it. То есть посмотрите, если я произнесу и слово «стри», то я сразу же пойму, сколько иллюзий придет, да? So it reminds us of all these important things in life. Это помогает нам помнить об этих важных моментах жизни. And another example is putra, the word putra. И другой пример путра. In English we say son, S-O-N. В английском языке говорится son, у нас сын. As in father and son. What do you mean by father? No, putra means son. Putra There are two means suns, like sun means the sun in the sky, and the second one is the son, as in father and son. So putra means the son, the father and son. Путра означает сын и отец. Yeah, so if in English if I say son, I understand it's just like the son of a father. What do you say in Russian for son? I do not follow. We say сын. Son means what? Сын. Son Sin. is сын. Oh, sin. So sin means the child, right? Child, yes. So it doesn't have any other meaning again, right? Yes. No meaning. So in Sanskrit, putra means it's actually what is that? Abbreviation. В санскрите путра это на самом деле сокращение двух слов. So pu and tra, two words. И тра. So pu stands for pun. There is a hellish planet called Pun. Пун, адская планета. So and tra stands for trayate. А трам, No, tra. траяте. Yeah, trayate means to release. Это значит освобождать. I see. So one who releases his father from going to hell, he is called putra. Тот, кто освобождает и своего отца из ада или предотвращает, да, попадание отца в ад, называется путра, сын. So putram pinda prayojanam, there is a shloka. That means how the son can save the father from going to hell. Есть шлока, который говорит о том, как сын может помочь своему отцу не отправиться в ад. So this custom is that when the father departs, when the father dies, you can translate that first. Традиция такая, когда отец умирает, then the son, he offers Vishnu Prasada, this is called Pinda in Sanskrit. сын предлагает Вишну прасадам, называется пинда. Pinda means it's like a rice ball. Это рис, рисовый шарик. Rice is cooked and made into 3 balls. Варится рис и делается 3 шарика, 3 шара. And that is offered to Vishnu first. Это предлагается сначала Вишну. And that prasadam is offered to the departed soul. И этот прасад предлагается ушедшей душе. Through mantras. Мантрами. Vedic mantras. So there are, just like we have a postal service, there is also a postal service in the universe. Так же, как у нас есть почтовые
почта во Вселенной есть. So there are Ribhu Devatas, the demigods known as Ribhus. Полубоги известны как Ребхус. So they will take this offering and give it to the departed soul wherever he is. Они принимают это подношение и передают ушедшей душе, где бы она ни была. So as long as, so actually this is done every year, once a year. И вот это вот действие, да, его проводят каждый год, раз в год. And as long as the departed soul keeps getting this Vishnu Prasadam, И до тех пор, пока ушедшая душа принимает этот Вишну Прасад, he will not fall down to hell. она не отправится в ад. He will remain in the Pitraloka, the planet of the forefathers. Останется на Питрилоке, планета четырех отцов, forefathers. Forefathers, ancestors. Это есть планета предков, конечно, forefathers. So there he enjoys heavenly enjoyment. И там он наслаждается райскими наслаждениями. So in this way he is saved from going to hell. Таким образом, он спасен от того, чтобы попасть в ад. So therefore a son is called Putra, so that one who releases his father from going to hell. Поэтому сына называют Путра, тот, кто помогает отцу не отправиться в ад. Освобождает отца от ада. And a son who does not do this for the father, А сын, который не делает этого для своего отца, he is called not Putra but Mutra. его называют не Путра, а Мутра. Mutra means urine. Мутра означает моча. So urine and the son both come from the same part of the body. Моча и сын исходят из одного и того же органа, части тела. Yeah, so if he doesn't do these religious rituals and save his father from going to hell, then he's as good as urine. Это значит, что если он не проводит этих обрядов, да, это значит, что от него толку как от мочи. So you see how much meaning is there in that word. То есть мы видим, сколько значения в этом слове. So why I told these examples is because, so if you learn the shlokas and if you understand the words, so because Sanskrit means, Sanskriti means culture, so you understand all these things, these law of karma, like in the mamsa, for meat, there's the law of karma. Just in that one word, you understand the law of karma already. Я привел эти примеры для того, чтобы вы поняли, почему важно изучать санскрит, потому что в словах запрятана очень большая культура, как в слове «мамса». Вы уже понимаете, что речь идет о карме. And stri means expansion of material illusion. А стри – это расширение материальной иллюзии. And putra means one who has to do religious duties so that his ancestors won't go to hell. А путра – это тот, кто исполняет свои обязанности религиозные, чтобы не отправлялись его предки в ад. So in this way, many words are there. So you can understand the whole concept in a much deeper sense if you understand Sanskrit. Очень много примеров. То есть мы можем гораздо глубже понять концепцию, когда изучаем санскрит. So once we understand the words like this, if there is one word here in this shloka and then one word in some Bhagavatam shloka, and so you can connect these two because the word is the same. Предположим, мы видим слово в одном месте, слово в Шримад Бхагаватам, и мы сможем проанализировать их, соединить. So you will find that many words are repeated in this shloka and that shloka and that shloka. So all these shlokas will connect because you know the word, the meaning of the word. И тогда они будут как-то связаны между собой, эти шлоки, потому что вы хорошо знаете значение этого слова.
So if you all have ever wondered how come Sundar Gopal Prabhu, can quote so many shlokas, it's because of this kind of understanding. Возможно, вы уже удивлялись тому, как у Сундар Гопал Прабху получается цитировать так много шлок. Как раз таки благодаря вот этому умению и знанию. And anyone can do it. И любой может это делать. So yeah, that's pretty much the reasons why we have to learn shlokas. Вот, That's the whole presentation. Собственно, презентация, да, была о причинах, почему нужно учить шлоки. So all right, so that brings us to the end of the presentation. So I can spare about 5 to 10 minutes for questions if you have any, because after that I have to go somewhere else. So anybody has any questions? На этом мы закончим презентацию. У меня есть 5-10 минут, чтобы ответить на вопросы. Возможно, у кого-то есть вопросы преданные. No questions. No questions? Вопросы есть преданные? I have a question. Maybe it's just not a question, but we have to do it every day, yes? You have to do it every day, but you can actually, there is a technique called spaced repetition. That means, okay, today you learn a verse, then by tomorrow you will forget it. That's just how our mind is. So tomorrow again you learn, and then the next day after that you will remember, and next day after 3 days you will again start to forget it. So the third day again remember it, and then after 1 week again remember that. So there is this technique called spaced repetition, which I will teach in a future video. I think the 4th video, third or 4th video. So there are techniques how to remember these shlokas. So that will help. Ага. Ну, я вот спросила, каждый день мы должны как бы учить. И на самом деле шлок, который мы, предположим, выучили сегодня, мы завтра уже забудем. А на 3-й день, поэтому нам нужно будет ее вспомнить опять. И есть техника, которая помогает нам помнить эти шлоки. Он нам и расскажет о ней на 4-м уроке. You can chant always. I mean, in the beginning especially, because we're not so used to chanting shlokas, you can chant every day. You don't need to learn many shlokas. So what my suggestion, okay, you translate that first. Нет смысла изучать очень много шлок. So what I suggest is every week you can learn 2 shlokas. Я предлагаю каждую неделю учить 2 шлоки. And just chant them every day. И просто пропевать их каждый день. So in 1 year there are 52 weeks. В одном году 52 недели. And 52 times 2 is 104. Это значит 104 шлоки за один год. So actually 2 shlokas a day, 2 shlokas a week is very, very easy to do. На самом деле 2 шлоки в неделю очень просто выучить. So in that way we can learn 100 shlokas in 1 year. И изучим 104 шлоки за один год. Yeah. And the more you learn, it will become faster И чем for you больше to memorize the verses. И чем больше вы будете учить, тем легче вам будет в дальнейшем учить шлоки, запоминать. The time you take to learn your first verse and the time you take to learn your 100th verse will be much different. Время, которое понадобится вам, чтобы выучить свою первую шлоку и 100-ю шлоку, будет очень разным. Because you will already start to have the understanding, and then sometimes you find similar words. All this will help in your understanding in mind. Потому что вам будут встречаться знакомые слова уже, и все это будет помогать быстрее изучить. Honestly,
Oh, sorry, you haven't finished. Okay. No, I translated. I wanted to ask which shlokas to study first. Okay, Bhagavad Gita? before that, I'll just tell that I am actually not at all a Sanskrit expert. Но перед тем, как я отвечу на ваш вопрос, какие шлоки изучать, скажу, что я совсем не являюсь экспертом в санскрите. In college, I learned a little bit of Sanskrit in India, В Индии, в колледже я немного изучал санскрит, and the rest of it I learned from Prabhupada's books only. а большую его часть я изучил из книг Шрилы Прабхупады. So actually, the word-to-word meanings that helped a lot. Очень помог пословный перевод. So in fact, of course, I do have the advantage of speaking an Indian language. Конечно, у меня есть преимущество, что я могу говорить на хинди. Хинди, yes? Хинди. Hindi and Telugu, two languages that I speak. Я говорю на хинди и телугу. And Telugu, yeah. So these two languages, actually any Indian language has much of similarity with Sanskrit. Любой индийский язык имеет сходство с санскритом. So sometimes when I see a Sanskrit word, I know that same word in Telugu or Hindi, which is almost the same or exactly the same. Когда я вижу санскритское слово, то я могу вспомнить это слово из телугу или хинди, которое или похоже, или в точности такое же. So yeah, that helps me Конечно, to memorize the shlokas faster. это помогает мне быстрее запоминать шлоки. But actually anyone can do it. It just takes maybe a little more time for you to get the understanding. Но в конечном счете любой может изучать, просто, возможно, понадобится немного больше времени, чтобы понять. Okay, for the question of which shlokas to learn first. Вернемся к вопросу, какие шлоки в первую очередь изучать. So I would suggest, I do not know if in Russian you have this verse book, shloka book that Prabhupada used, Prabhupada's shlokas. I have never seen it. Преданные, возможно, кто-то из вас знает, есть ли у нас книга шлок, которую использовал Шрила Прабхупада. One second. Do we have the shloka book here? Ah, yes. Can you pass me that book? Very good. Very good. This one? Or the green one? The green one also. Okay. I'll show you how it looks in English. Я покажу вам, как они выглядят на английском. Yes. So this was the old printing and this is the new printing. It's the same book. Розовое издание – это старое издание, а зеленое – это уже новое, но одна и та же книга. So in this book you have Srila Prabhupada's shlokas. This one. В этой книге шлоки Шрилы Прабхупады, которые он цитировал. So all the verses that he used for preaching, they are here. Все шлоки, которые он использовал для проповеди. So it starts off with Bhagavad Gita verses. И начинаются они со шлок из Бхагавад-гиты. No, actually it starts with all the, Mangalacharan prayers, which is like, Начинается с Мангалачаран молитв. Омагьяна, this. And also the Samsara Davana Lidha Loka, all these prayers first. Mangalarati and all that. Then Sri Shad Goswami Ashtaka, which I don't know if you can see it, but Shri Sat Goswami Ashtaka. Here, yeah. Yes, Srinivasa Acharya. So this the Vande Rupa Sanatana Raghuyuga Sri Jiva Gopalako. So this song is here, and then starts the Bhagavad Gita. No, sorry, the Sikshashtaka. Затем Sikshashtaka. Then after that Bhagavad Gita. И после этого начинается Бхагавад-гита. So you can actually start from those Sikshashtaka
and then Bhagavad Gita. То есть вы можете начать с Шикшаштаки и затем перейти к Бхагавад-гите. Yeah. So Bhagavad Gita shlokas are very small, И шлоки из Бхагавад-гиты очень маленькие. so they are easy to learn. Их легко учить. Especially from the second chapter, which are very relevant to, the soul and the body. Особенно из второй главы, где речь идет о душе и теле. Yeah, so you can start with that second chapter of Bhagavad Gita. Можете начать со второй главы Бхагавад-гиты. It is very useful if you have this book, but I do not know if there is this book in Russian language. Yes, I also Maybe don't you know. have. Tаттva-вит, Prabhu, can you please send us the photo of the book so I can try to find maybe something like this? Yeah, I will do that. Does it mean that we have to learn selected verses from the second chapter, not one by one, yes? Not like this. Or I can also do like this. You can. Actually, now I am doing like that. In fact, my current project is to learn all the verses of Bhagavad Gita, all 700. Я уточнила, как изучать вот эту вот главу, учить шлоки одну за одной или же какие-то выборочно. Таттва-вит Прабху говорит, можно одну за другой. На самом деле сейчас он занимается именно этим и хочет изучить все 107. 107 шлокас? Yes? No. There are 700 shlokas in Bhagavad Gita. 700 шлок Бхагавад-гиты. So now my current project is to learn all 700. И он в данный момент изучает все 700. So I am learning one by one all the shlokas now. И я изучаю сейчас одну за другой. But you don't have to do like that, because for preaching you need a few shlokas which are important. So I would suggest you learn the important shlokas first, and if you then have time, then you can go one by one. Вам нет необходимости в таком подходе, потому что для проповеди нужны какие-то достаточно будет каких-то определенных шлок, и лучше начать с изучения этих шлок. А потом, когда у вас будет свободное время, можно будет уже изучать каждую шлоку. Yes. Maybe if you don't have the book, I will send the picture, and if there is no such book in Russian, then I can give you the list of all the verses from the first chapter, then second chapter, and maybe third chapter for the start. Maybe you can start learning those verses first. Yes, very good idea, Tаттва-вит Прабху, thank you. Таттва-вит Прабху предложил, что если у нас нет такой книги, он мог бы нам из первой, второй, с третьей главы выписать стихи, которые мы могли бы начать изучать. Yes. Okay, Mataji. So I also need to go now somewhere. Yes, okay. Thank you very much. Thank you for your time. Thank you for this class. It was very interesting. I hope I did not bore all of you, because it was very long, in fact. Надеюсь, никто не утомился. Лекция была очень длинной. Actually, I calculated, because as I would give an English class, in English lecture with these points will be very fast, but because of the translation, it becomes double time. Когда я даю лекции на английском, она гораздо короче, просто из-за перевода становится длиннее. Yes. What happened to Sergei Prabhu? He says that connection was lost totally. Oh, yes. Okay. Yes. All right, Mataji. Everybody, Hare Krishna. Very much. Yes. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna.